Здравствуйте, дорогие друзья! Наверняка многие из вас, кто следит за нашей группой ВКонтакте, знают, что я ищу дешевый iPhone 10. Ну, как сказать дешевый? Дешевле, чем он продается в российском отделении Apple Online Store, ибо я считаю, что платить $1580 по курсу на момент записи видео за 256 гигабайтную версию iPhone 10 как-то дороговато, знаете ли, особенно если сравнивать с американскими ценами в их Apple Store. То есть приблизительно купить iPhone 10 в максимальной комплектации в Америке с учетом налога штата плюс-минус можно чуть больше, чем за $1200. Что касается Беларуси, то тут все намного печальнее. Официальный старт продаж намечен где-то на конец первой недели декабря, а предзаказ новинки стартует 1 декабря. Причем ценник такой убогий, что диву даешься. Самый базовый прайс на iPhone 10 начинается от $1500. Как вам такой расклад? В общем, долго я искал, как мне более-менее найти адекватный ценник, а спешить мне уже было некуда, потому как старт продаж в России совпал с мировым стартом продаж, и все уже, кто хотел, быстренько купили и отсняли свои первые откровенно убогие обзоры. Я начал перебирать варианты. Несколько моих подписчиков предложили воспользоваться сервисом Grabber. Сильно я на него не рассчитывал, потому как я живу не так далеко от Минска, а рейсы Америка-Минск не настолько частые, как, к примеру, Америка-Москва, но недавно подвернулся достаточно хороший вариант. Собственно, за даром делать это никто не собирается, и это понятно, это нормальное явление, я готов платить именно перевозчику, а не барыгам-перекупам. Помимо стоимости iPhone 10 плюс налог штата, есть две, так сказать, категории расходов. Первая – это сама комиссия Grabber. Не помню, сколько точно процентов она составляет, но, в общем, все вы можете увидеть сейчас на экране. Вторая категория расходов – это вознаграждение путешественнику. Оно как минимум составляет n%, а как максимум столько, сколько он потребует. Ну, конечно же, вы можете провести своеобразный аукцион, но, поверьте, в белорусском направлении особо выбора нету. В общем, мне, можно сказать, повезло. Человек с американского города Солт-Лейк-Сити, ну, в общем, вы меня поняли, решил мне привезти смартфон по минимально возможной стоимости. Я скажу так, это приблизительно на $100-150 дешевле, чем можно купить в России, и на много-много долларов, чем можно купить в Беларуси, хотя бы с той же барахолки, где нелегально возят смартфоны. Так сказать, серый рынок. На сером рынке в РБ стоимость iPhone 10 колеблется в среднем от 1600 до $1800. Хотя я не знаю, кто покупает за $1800, ведь можно реально за $50-70 мотануться в Москву и купить его в официальном магазине Apple. На самом деле iPhone это не самая выгодная покупка, которую можно совершить через Grabber. Есть два основных преимущества этого сервиса. Первое – это скорость. То есть если вы проживаете где-нибудь в Москве, где происходят часто рейсы из США в Россию, то вы сможете в кратчайшие сроки через путешественника перевести ту или иную технику. Это может быть даже не только техника, это может быть абсолютно любой товар. То есть это минимальные сроки, и это действительно круто. Ведь предзаказ на iPhone 10 можно ждать 2-3 недели, потом пока его пришлют, пройдет больше месяца. А тут через 2-3 дня может подвернуться достаточно удобный вариант. Второе преимущество – это то, что вам могут привезти технику, которую не отправляют почтой. К примеру, было очень вкусное предложение по поводу квадрокоптера DJI Mavic. Обычно максимальная комплектация стоит $1200, но именно в Черную пятницу его ценник упал до $850. Я хотел его заказать и доставить, но, увы, многие виды почты не доставляют квадрокоптеры. И в таком случае мог бы реально помочь путешественник, которого можно было бы найти через сервис Grabber. В общем, сейчас мы отправляемся в столицу, и я вам покажу, как это работает. И еще одним важным преимуществом сервиса Grabber является то, что нет фактической передачи денег из рук в руки. Все как на том же AliExpress. Вы производите оплату на сайте, и деньги задерживаются до тех пор, пока вы не получите товар и не подтвердите это действие. Дальше я покажу, как это делается. Таким образом защищен и путешественник, который произведет покупку за свои деньги, и ему потом не придется думать, кому загнать ненужную ему передачу. И заказчик, который сможет написать жалобу на то, что путешественник не выполнил обещание. Grabber станет гарантом
участником сделки, и если что-то пойдет не так, будет кому рассудить. Я решил встретиться с путешественником в национальном аэропорту. Общение с американцем было потрясающе и оставило впечатление даже приятнее, чем сама покупка. Разумеется, перед тем как перевести средства, можно и нужно проверить целостность посылки и ее работоспособность. Кстати, на момент покупки iPhone 10 в Apple Store не было ни залоченных на оператора версий, но есть оператор T-Mobile, который не блокирует смартфон, то есть он работает во всех странах мира. Единственное отличие от непривязанного смартфона в том, что в лотке будет лежать симка T-Mobile, а в комплекте не будет скрепки. Заменив сим-карту на собственную и запустив смартфон, iPhone 10 поймает местную сеть и предложит активироваться. После того, как вы все проверите, не забудьте подтвердить доставку в приложении Grabber при путешественнике. Кстати, сам путешественник также напишет отзыв о вас, как о добросовестном или не очень заказчике. Вся история путешествий и заказов с отзывами и рейтингом будет на сайте видна абсолютно для всех пользователей сервиса. Так что прежде чем что-либо заказывать либо вести, вы сможете посмотреть статистику. В следующих видео я обязательно расскажу самые интересные вещи, связанные с опытом с эксплуатацией iPhone 10, которые многие обзорщики не освещали на своих каналах и в новостных изданиях. Так что не забывайте подписаться и поставить колокольчик. В комментариях можете оставить свои вопросы, которые вас мучают по поводу десятки. В описании я оставлю ссылочку на Grabber. Эх, еще бы комиссия была поменьше, а то 8% от возможно внушительной стоимости товара многих могут оттолкнуть. В остальном я остался более чем доволен. До скорых встреч, увидимся в следующих видео. Пока-пока.